В самом сердце Древнего Египта, среди песков Луксора, произошло археологическое событие, сравнимое с открытием гробницы Тутанхамона. Команда египетских и британских исследователей обнаружила утерянную гробницу фараона Тутмоса II, правителя, жившего более 3000 лет назад. Это стало первой за 100 лет находкой царского захоронения в долине царей. Само местоположение гробницы считалось навсегда утраченным, и лишь благодаря новейшим методам геосканирования и детальному изучению местности ученые наткнулись на вход, скрытый под пластами времени и песка. При первом взгляде на гробницу исследователи поняли, что перед ними-то не просто погребение, а фрагмент утерянной страницы истории. Стены камеры были частично разрушены, но сохраняли следы росписи и священных текстов. Само строение указывало на принадлежность к новому царству, периоду расцвета египетской цивилизации. Именно такими должны были быть усыпальницы фараонов, мощными, мистическими и предназначенными для вечности. Но сразу стало понятно, здесь что-то пошло не так. Внутри не было саркофага с мумией. От первоначального великолепия остались лишь намеки, обломки ритуальных предметов, обгорелые фрагменты алебастровых сосудов, части погребальной утвари. Возник главный вопрос, почему королевская гробница оказалась почти пуста? На первый взгляд гробница могла бы разочаровать. Вместо роскошных артефактов и нетронутых саркофагов археологи увидели хаос, вода, песок, обломки. Однако именно это состояние дало ключ к разгадке. Гробница была повреждена природными катастрофами, в частности, сильными наводнениями, которые многократно затапливали это место за прошедшие тысячелетия. Вода смыла фрески, разъела камень, разрушила внутреннюю отделку. Именно эти наводнения, как полагают исследователи, могли стать причиной того, что сам фараон был перезахоронен в другом месте. В XIX веке его мумию нашли в так называемом царском тайнике в Дейр-эль-Бахри, хранилище, куда жрецы в период упадка царства переносили мумии фараонов, спасая их от грабителей. Таким образом, первоначальное захоронение Тутмоса II оказалось заброшено. Но и в этой почти опустошенной гробнице остались зацепки. Среди обломков археологи нашли керамические сосуды с именами и титулами, подтверждающими личность погребенного. Некоторые из них упоминали Хатшепсут, жену и одновременно сводную сестру фараона. Эти надписи подтвердили, что именно здесь когда-то был погребен Тутмос II, один из ключевых правителей ранней XVIII династии. Даже обветшалые и потертые временем стены способны поведать больше, чем 1000 страниц древних текстов. Исследователи обнаружили в гробнице фрагменты уникального оформления. Потолок, покрытый рисунками звездного неба. Такая роспись характерна исключительно для усыпальниц царей и символизирует путь фараона в загробный мир. Несмотря на разрушение, археологи различили часть священного текста. Разделы из книги Амдуат, которая использовалась для защиты души покойного на пути сквозь подземный мир. Эти детали оказались критически важными. Они не только подтвердили статус гробницы как царской, но и помогли восстановить элементы заупокойного ритуала, характерного для того времени. Даже такие небольшие фрагменты стали доказательством, что здесь проводили полномасштабный царский обряд с музыкой, молитвами и тщательно спланированными обрядами. Потолок, будто кусок звездного свода, напоминал о божественном происхождении фараона и его праве на бессмертие. Эта глава показывает, археология — это не просто наука о вещах. Это способ услышать голоса ушедших эпох, заглянуть в представление древнего человека о смерти, власти и вечности. Каждый символ, каждая надпись здесь работала как инструмент, направляющий душу в потусторонний мир. Открытие царской гробницы стало не единственным подарком археологам в этом году. Рядом, в некрополе Дра-Абу-эль-Нага, были обнаружены 3 элитные гробницы, принадлежащие высокопоставленным чиновникам XVIII династии. Их росписи, статуэтки и надписи сохранились лучше, чем в гробнице Тутмоса. Эти погребения, менее роскошные, но не менее важные, позволили по-новому взглянуть на жизнь и смерть элиты Древнего Египта. В одной из гробниц нашли статую погребенного, сидящего с супругой, с четко прописанными титулами и именами. В другой — уникальные сцены, изображающие жертвоприношения и подготовку к загробному суду. Это были не фараоны, но люди, находившиеся рядом с троном, писцы, жрецы, архитекторы. Их погребения демонстрируют, как тщательно египтяне подходили к подготовке к смерти. Здесь же археологи нашли свитки с текстами книги мертвых, погребальные маски, амулеты.
Эти находки стали подтверждением того, что египетская цивилизация жила не только фараонами. Именно такие люди обеспечивали функционирование государства, строительство храмов и гробниц, проведение обрядов. Их захоронение — это отражение не только веры, но и общественного устройства Египта. А археология Египта — это не всегда про сокровища. Все чаще археологи находят гробницы, где нет тел, нет саркофагов, лишь остатки погребального инвентаря. Почему так? Ответ скрыт в бурной истории самого Египта. Со временем, особенно в эпоху упадка, многие гробницы подвергались разграблениям, но чаще их переписывали, то есть повторно использовали, выносили останки, снимали украшения и вносили новое тело. Это было особенно массово во времена 20-й и 21-й династий, когда жрецы пытались спасти царские мумии от воров, перемещая их в скрытые хранилища. Тогда многие захоронения опустели, и фараоны сменили свое последнее пристанище на анонимные пещеры. Появилась целая система рециклинга гробниц. Одни усыпальницы переделывались для других лиц, экономия и страх перед мародерами стали нормой. Если вам понравилось наше путешествие по загадкам Древнего Египта и вы хотите больше таких находок, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А если у вас есть возможность поддержать наш проект через донат, ссылка в описании или QR-код на экране, ведь даже самые древние гробницы нуждаются в немного современного финансирования. Эта глава подробно расскажет, что именно известно о гробнице Тутмос-Трори, где она расположена в районе, известном как Вади-Се-4, на западных отрогах Луксора. Расскажем, как ее впервые наружили. Вход обнаружили в 2022, но потребовались годы работы, чтобы очистить обвалившиеся коридоры, заполненные отложениями и мусором, и добраться до погребальной камеры. Архитектура гробницы типичная для позднего Нового Царства, с характерным изломом коридора, bent axis, что позже стало стандартом для царских усыпальниц того периода. При этом потолок камеры, хотя и поврежден, сохранил фрагменты росписи, темно-синее небо с желтыми звездами и фрагменты текста из священного заупокойного трактата, что помогло идентифицировать ее как царскую. Метка 7 областя. Что осталось? Артефакты и язык мертвых. Несмотря на то, что мумию фараона в гробнице не обнаружили, ее, как считается, перенесли жрецы еще в древности в другой тайник. Ради защиты от мародеров гробница дала первые в истории найденные предметы погребального инвентаря, связанные с Тутмос-Трори. Найдены алебастровые сосуды, на которых выбито его имя и имя его супруги и соправительницы Хатшепсут. Также обломки керамики и других ритуальных предметов, которые позволили ученым подтвердить принадлежность гробницы и установить, кто был погребен здесь первоначально. Эти фрагменты — первые артефакты, прямо связанные с погребением этого фараона, обнаруженные за 3500 лет. Датия метка 80. Новые гробницы, элиты, 3 захоронения в Дра-Абу-эл-Нага. Пока внимание всего мира приковано к гробнице фараона, археологи в том же сезоне сделали не менее важное открытие чуть в стороне, в некрополе Дра-Абу-эл-Нага, западный берег Нила, Луксор, были обнаружены 3 гробницы знатных чиновников и придворных. Все они относятся к эпохе Нового Царства, примерно 3500 лет назад. Имена и титулы погребенных были расшифрованы по надписям на стенах, что дает ценнейший материал для понимания того, кто стоял по второй линии власти, люди, управлявшие зернохранилищами, храмами и административными делами. Метка 9. Что рассказали чиновники? Жизнь, должности и статус через 3 тысячелетия. Эта глава раскроет, что именно стало известно о 3 найденных чиновниках. Один из них — Амун-М-Ипет, связанный с храмовыми имуществами бога Амона в период Рамессидов. Другой — Баки, надсмотрщик зернохранилища в XVIII династии. Третий — человек с титулами надзирателя храма, писца и мэра северных оазисов. Имя в прессе сокращают как С. Несмотря на возраст гробниц, 1000 лет, надписи дали точные титулы, что раскрывает детали административной и религиозной системы Древнего Египта. В этой главе обсудим, почему даже элитные гробницы оказались почти без тела, повреждения, разграбления, стихийные бедствия, смена эпох — все это приводило к упадку погребальных комплексов. Часто саркофаги были разрушены, мумий больше не было, а ритуальные предметы либо похищали, либо перенесены жрецами в другие места хранения.
Это заставляло археологов работать не с целыми усыпальницами, а с фрагментами, обломками сосудов, керамикой, остатками росписей и надписей, и по этим обрывкам восстанавливать имена, титулы, ритуалы и жизнь тех, кто давно покинул этот мир. Район Вади-Си-4, где и была найдена гробница Тутмоса II, ранее считался незначительным. Археологи прошли мимо него десятки раз, не догадываясь, что под ногами находится не просто захоронение, а один из утерянных символов царской власти. Только в последние годы, благодаря георадарам и изучению старых карт, появилась гипотеза о возможном месте нахождения гробницы. Гробницу пришлось буквально откапывать из слоев грязи и обвалившегося известняка. Внутри царил хаос, обрушенные потолки, каменные глыбы, затопленные участки. Исследователи работали в масках и комбинезонах, укрепляя стены и вычищая тоннели вручную. По архитектуре гробница была характерна для раннего Нового Царства. Длинный спускающийся коридор, поворот и расширенная камера. Ее форма указывала на принадлежность к высшей правящей касте, а фрагменты росписей на потолке — на царский статус. Сам вход в усыпальницу был скрыт естественным образом. Его завалило во время одного из древних селевых потоков. И только то, что скалы не позволили воде полностью уничтожить проход, позволило этой гробнице дожить до 21 века. Сама структура вырезана в твердой породе, известняке, что позволило частично сохранить внутреннее пространство. Пожалуй, это единственный случай, когда гробницу спасли именно камни и песок. Артефакты, найденные внутри усыпальницы, были немногочисленны, но бесценны. Археологи обнаружили обломки ритуальных сосудов, выполненных из алебастра, на которых все еще можно было различить выбитые иероглифы. Один из сосудов содержал имя Хатшепсут, жены и соправительницы Тутмоса II. Это стало первым прямым доказательством, что гробница действительно принадлежала фараону, а не знатному вельможе. Среди находок — амулеты, фрагменты статуэток Ушепти, керамические чаши, использованные в ритуалах. Некоторые предметы были разбиты, другие частично оплавлены, что говорило либо о возгорании, либо о сильных термических изменениях, вызванных наводнениями. Но даже эти фрагменты дали археологам редкую возможность восстановить облик ритуала, понять, какие предметы были важны для перехода царя в загробный мир. В одном из углов погребальной камеры был найден кусок дерева с сохранившимися элементами росписи. По структуре и размеру он, возможно, был частью саркофага или переносного алтаря. Археологи предположили, что это фрагмент оригинального гроба Тутмоса, который позднее либо разрушили, либо использовали повторно. Каждая находка здесь как песчаное письмо, оставленное мертвыми тем, кто их еще помнит. Пока весь мир смотрел на царскую гробницу, команда египетских археологов работала в соседнем некрополе Дра-Абу-эль-Нага. Там были обнаружены 3 усыпальницы, принадлежавшие высокопоставленным чиновникам эпохи Нового Царства. Эти люди не правили, но были ближайшими помощниками фараонов. Их хоронили с почестями, в собственных каменных гробницах, с росписями и погребальными текстами. Гробницы были вырезаны прямо в скале. В одной найдена статуя мужчины с женой, сидящих на каменном троне. Под их ногами имена и титулы: надзиратель зернохранилища, главный писец, старший жрец. В другой — сцены приготовления пищи, жертвоприношения, охоты. Эти изображения должны были сопровождать душу усопшего в загробной жизни, напоминая о земных удовольствиях и обеспечении. Саркофаги в этих гробницах были разрушены, но остались крышки и фрагменты внутренней росписи. Один из саркофагов имел форму человеческой фигуры с золотыми остатками покрытия. Даже спустя 3500 лет краски на росписях не потускнели, и на стенах можно было прочесть строки из «Книги мертвых». Это были не фараоны, но их след, отражение системы, которая держала в балансе одну из самых могущественных цивилизаций древности. Одним из самых ценных открытий стало упоминание 3 имен. Первый — писец Бакы, живший при 18-й династии и отвечавший за налоговые реестры. Второй — Амунемипет, жрец Амона, контролировавший храмовое имущество. Третий — чиновник с титулом «Мэр северных оазисов», следивший за караванными путями и поставками воды. Эти люди обладали огромной властью, их знали в столице, они имели доступ к фараону, жили в роскоши. Но спустя века о них никто не помнил. Их гробницы были разграблены, саркофаги разбиты, а останки утеряны. Только надписи на стенах и остатки имущества позволили вернуть их имена в историю. Надписи говорили о мире и службе. Один текст гласил: «Я жил честно, приносил жертвы и говорил правду перед богами». Эти строки, вырезанные по камню, словно последняя попытка сохранить себя.
Археологи читают их как дневники, фрагментарные, забытые, но бесконечно личные. Многие усыпальницы, как царские, так и чиновничьи, были найдены без мумий. Причин этому множество: мародерство, переиспользование гробниц, природные разрушения. Но одна из главных — массовое перемещение тел в период политической нестабильности. Во времена 20 и 21 династий, когда Египет ослаб, жрецы стали тайно выносить тела фараонов и элиты из оригинальных гробниц, чтобы спасти их от осквернения. Именно так мумия Тутмоса II оказалась в тайнике в Дейр-эль-Бахри. Но тысячи других тел были утеряны навсегда. Остались лишь пустые саркофаги, разбитые урны, обломки алтарей. Археологи работают с этими пустотами, как с головоломкой. По форме гробницы, стилю росписи, надписям, обломкам амулетов они восстанавливают, кто здесь был и когда. Каждая такая пустая усыпальница, как немое свидетельство трагедии. Это не просто отсутствие тела, это потеря памяти. Но именно в этих пустотах и заключается драматургия египетской археологии. Не в золоте, а в ускользающем следе тех, кто стремился к вечности, но почти исчез из мира живых. Гробница Тутмоса II спустя 3,5 тысячелетия дошла до нас в состоянии, больше похожем на руины, чем на царское погребение. Ее коридоры были засыпаны обломками скал, а внутренняя камера частично обрушена. Слой за слоем археологи извлекали отложения и песок, очищали своды, укрепляли каменные перекрытия. Каждый сантиметр здесь мог скрывать улики, следы древних обрядов, останки артефактов, обломки росписей. Годы затоплений, землетрясений и осыпаний сделали свое дело, но кое-что все же уцелело. В одной из ниш исследователи нашли фрагмент потолочной росписи. Синее поле с золотыми звездами, символ неба, через которое душа фараона должна была подняться к богам. Рядом керамика, сосуды, надписи, выполненные иероглифами. А обрывки смысла, будто зашифрованные послания, позволяли постепенно складывать общую картину. Несмотря на кажущуюся пустоту, гробница хранила память в трещинах, краске, обломках. Ее разрушенность не скрывала значения, а наоборот, делала находку еще более драматичной. Работа археологов в этой гробнице напоминала не шоу с золотыми масками, а кропотливое расследование. Им пришлось действовать почти как криминалистам, фиксировать мельчайшие изменения слоев, искать закономерности в расположении обломков, сопоставлять находки с архивными данными и древними планами. Простой кусок камня с едва видимой надписью мог оказаться решающим элементом, подтверждением, что здесь когда-то действительно находился фараон. Техника работ тоже имела значение. Чтобы не повредить остатки росписей, использовали щетки с мягкой щетиной, лазерные сканеры, фотограмметрию. Реставраторы фиксировали каждую трещину, каждое пятно краски. Археология здесь становилась симбиозом науки и искусства. Это был не поиск сокровищ, а попытка воссоздать утерянный мир, шаг за шагом, слой за слоем. В то же время в другом конце Луксора велись раскопки, которые почти остались в тени громкой находки фараоновой гробницы. Но именно там, в некрополе Дра-Абу-эль-Нага, археологи нашли 3 усыпальницы, которые позволили иначе взглянуть на древнее египетское общество. Эти захоронения не принадлежали царям, но были устроены с царской тщательностью. Продолговатые коридоры, расписанные камеры, скульптуры, жертвенные ниши. Захоронения оказались принадлежностью высокопоставленных чиновников. Один был хранителем зерна, второй — надзирателем храмовых земель, третий — писцом и управляющим административного округа. Их титулы вырезаны на стенах, статуи изображают их в официальных одеждах. Эти люди не правили, но управляли жизнью Египта, его пищей, верой, документами. Их хоронили с почестями как напоминание. Власть в Египте держалась не только на фараонах, но и на тех, кто обеспечивал порядок. Среди множества находок археологи смогли восстановить имена 3 погребенных. Один — Бакы, чиновник при храме Амона, занимавшийся хранением храмовых архивов и поставками зерна. Второй — Амунемипет, отвечавший за распределение религиозных ресурсов и имевший доступ к святыням. Третий — человек с длинной чередой титулов, среди которых были писец, старший управляющий и надсмотрщик северных оазисов. Его имя стерлось, но его функции сохранились, как будто камень решил запомнить суть, а не форму. Изучая росписи и надписи, исследователи поняли, эти люди были не просто бюрократами, а фигурами, обеспечивавшими стабильность государства.
В одном из текстов упоминалось: «Я накормил народ, когда воды ушли, я хранил зерно, когда жарила земля, я следовал Маат». Это не просто автобиография, это исповедь, обращенная к богам, чтобы те приняли его душу в вечности. Их гробницы — немые хроники подлинной власти. Саркофагов в этих усыпальницах не нашли, мумий тоже. Только крышки, расколотые основания, остатки погребального инвентаря. Это не уникальный случай, а правило для египетских гробниц, переживших бурные столетия. Множество погребений оказались опустошены временем, наводнениями, жрецами, мародерами. В эпоху политического упадка тела фараонов и знати нередко тайно переносились в безопасные укрытия. Так исчезали следы, но сохранялась память. Археологи не расстраиваются от пустых саркофагов. Они ищут смыслы в деталях, в остатках краски, в обломках алтарей, в положении ниш. Даже отсутствие тела может рассказать, как и зачем оно было перемещено. Часто сами надписи на стенах дают больше ответов, чем останки. Ирония судьбы в том, что тела ушли, но след их жизни остался в камне, для тех, кто умеет читать тишину. Иногда археологи находят не просто разрушенные гробницы, а места, где все, от росписей до имен, стерто временем или специально уничтожено. В некоторых из новых захоронений уцелели фрагменты титулов, но сами имена вырезаны или сбиты. Это может быть следствием политических конфликтов, когда имя чиновника предавали забвению, или результатом переиспользования гробниц другими людьми. Так исчезали конкретные личности, оставляя только следы их власти. Исследователи восстанавливают их образ как силуэт, титулы, сцены на стенах, стилевые особенности гробницы. Известно, что в новом царстве чиновников хоронили не по шаблону, каждый старался подчеркнуть свою значимость. Одни просили изобразить себя в момент подношения даров богам, другие — среди семьи. Даже если имя исчезло, человек остается, потому что египтяне верили, пока ты назван, ты жив. Археологи делают все, чтобы назвать их заново. В одной из гробниц исследователи нашли сцену, где покойный изображен за столом с фруктами, мясом, хлебом. Его жена сидит рядом, слуги несут подносы с яствами. Это не просто банкет, это проекция их будущей вечной жизни. Такие росписи играли сакральную роль. Они как бы программировали посмертное существование. Все, что изображено, должно было быть доступно душе умершего. Еще одна сцена — погребальная процессия. Люди несут сандалии, статуи, канопы, инструменты. Это как список имущества, которое отправляется спокойным в загробный мир. Эти изображения дают археологам ценнейшие данные о повседневности египтян. Как они одевались, что ели, чем пользовались. Росписи, как живые фотографии, которые спустя 3000 лет все еще могут рассказать, как жила одна из древнейших цивилизаций. Многие гробницы украшены изображениями богов — Анубиса, Осириса, Хатхор. Эти фигуры встречают умершего, защищают его, судят. Но в некоторых случаях лица богов сбиты, глаза стерты. Такие умышленные повреждения могли быть частью ритуала отключения силы изображения или следствием более поздних религиозных конфликтов. Например, во времена господства амарнской ереси или после римского завоевания, когда прежние верования активно подавлялись. Но даже эти повреждения стали частью археологического контекста. Они рассказывают о том, как менялось религиозное сознание, как поколение за поколением переписывали священные смыслы. Парадокс в том, что молчание богов, сбитых с камня, говорит даже громче, чем их целостные образы. Это память о разрушении, но и о сопротивлении времени. В каждом новом открытии, будь то гробница царя или надзирателя зернохранилища, археологи видят не только историю, но и живых людей. Тех, кто строил эти гробницы, кто нес сосуды, рисовал росписи, рубил скалы. Их имен мы не знаем, но они были. Следы их пальцев находят на стенах, отпечатки на высохшей штукатурке, застывшие капли краски. Эти детали напоминают, что за великими памятниками стояла масса безымянных, но реальных участников. Эти рабочие, художники, каменщики, они тоже были частью системы вечности. Даже если их не хоронили с помпой, они оставили след, невидимый, но ощутимый. И каждый раз, когда мы заглядываем в древнюю гробницу, мы как будто встречаемся с ними глазами через песок и века. Все эти открытия не просто новые факты, это возвращение голосов из прошлого. Когда археологи находят гробницу, они не просто копают, они открывают портал. Через фрески, надписи, обломки они слышат, как жрецы читали молитвы, как семьи прощались с умершими, как чиновник оставлял инструкции богам на случай встречи в Дуате, потустороннем мире. Гробница Тутмоса. Второго — гробница его подчиненных,
Пустые саркофаги и даже разрушенные алтари — все это часть огромной истории, в которой жизнь и смерть переплетены навсегда. Египтяне строили гробницы не ради смерти, а ради вечности. И теперь, спустя тысячелетия, мы возвращаем их туда, где они всегда хотели быть, в памяти. Вечность продолжается. Во время работ в гробницах археологи все чаще сталкиваются с тем, что за одним слоем может скрываться другой. Поверх росписей наносились новые сцены, надписи писались прямо на старых текстах, а в некоторых случаях стены перекрывались плитами с другими именами. Это говорит о переиспользовании гробниц и об изменении политических реалий. Порой новых покойников хоронили поверх старых, не удосужившись даже убрать остатки прежнего обитателя усыпальницы. В одной из таких гробниц удалось различить под слоем штукатурки имя человека, стертого из истории, но не до конца. Современные методы, инфракрасное сканирование, анализ пигментов помогают снять верхние надписи и увидеть то, что скрыто под ними. Слои штукатурки, как слои истории, накладываются друг на друга, и только внимательный взгляд может понять, кто был первым, кого забыли, а кого пытались стереть намеренно. Эта метка подчеркивает, каждый фрагмент гробницы — это не просто остаток прошлого, а многослойный архив человеческих судеб, где даже стертые слова могут быть восстановлены. В 21 веке археологи обнаружили в долине Царей невиданное доселе захоронение. Находка привлекла внимание ученых. В гробнице находились не только золотые артефакты, но и десятки мумий. Однако, когда специалисты начали исследовать мумии, они наткнулись на шокирующую деталь. Многие из них оказались частично разрушены, а некоторые мумии вообще пропали. Это открытие заставило задуматься о судьбе многих других мумий, которые когда-либо находились в древнеегипетских гробницах. Первые мумии появились в Древнем Египте около 3000 лет назад. Они служили для сохранения тел усопших и подготовки их к жизни после смерти. Мумии помещались в роскошные гробницы, окруженные множеством предметов, необходимых для загробного существования. Однако со временем многие из этих гробниц были разграблены, и мумии исчезли бесследно. Вместо того, чтобы стать предметом поклонения и изучения, их судьба оказалась трагичной. XVIII век стал временем активных раскопок в Египте. Европейские исследователи, двигаясь по следам великих фараонов, пытались понять тайны древних цивилизаций. Однако многие из них из-за жадности и невежества не осознавали, как важно сохранять эти артефакты для будущих поколений. Вместо этого они вывозили мумии и артефакты, часто используемые в качестве дешевых научных экспонатов или даже для медицины. Например, в XIX веке мумии продавались в аптеках как лечебное средство, что привело к еще большему разрушению этих исторических объектов. Однако не только жадность стала причиной исчезновения мумий. Неправильные методы хранения и транспортировки также сыграли свою роль. Мумии подвергались воздействию неблагоприятных условий, что приводило к их разрушению. Исследования показали, что многие мумии страдали от гниения, плесени и других вредных воздействий. Археологи начали осознавать, что для сохранения мумий необходимы специальные технологии и методы, которые позволят защитить эти бесценные артефакты. Современные исследования показывают, что многие мумии были уничтожены не только в результате разграбления, но и по вине природных факторов. Изменение климата, воздействие влаги и окружающей среды оказали разрушительное влияние на древние захоронения. В результате даже те мумии, которые оставались в защищенных гробницах, могли оказаться под угрозой исчезновения. Исчезновение мумий из гробниц Древнего Египта остается одной из самых загадочных тем в археологии. Научное сообщество продолжает искать ответы на вопросы о судьбе этих древних тел. Каждая находка, каждая новая мумия открывает двери в прошлое, позволяя узнать больше о жизни и смерти в Древнем Египте. Тайны, окружающие мумии, остаются неразгаданными, и каждая новая находка лишь подогревает интерес к этому загадочному миру. В 1981 году в гробнице фараона Тутанхамона археологи сделали неожиданное открытие. При раскопках они наткнулись на следы древних захоронений. Однако, по мере углубления в исследования, стало ясно, что мумии, которые они ожидали найти, бесследно исчезли. Это открытие вызвало волну вопросов в научном сообществе. Сразу после этого начала циркулировать информация о том, что мумии могли быть использованы в ритуалах или проданы на черном рынке. Ученые начали пересматривать данные о разграблении гробниц и способах использования мумий в древности. В ходе исследований выяснилось, что некоторые мумии были захвачены местными жителями, вынужденными выживать в условиях бедности.
Это открытие шокировало археологов и изменило их подход к изучению мумификации. Исследователи стали изучать древние тексты и документы, чтобы определить, какие мумии были наиболее ценными. Красота и сохранность мумий оказывались решающими факторами их судьбы. Мумии, считавшиеся менее привлекательными, чаще подвергались уничтожению или торговле. Археологи начали собирать свидетельства о ритуалах, связанных с мумиями, что добавило загадочности к их исчезновению. Местные жители начали сообщать о таинственном культе, использующем мумии в ритуалах. Рассказы о ночных обрядах становились все более популярными. Некоторые искатели приключений пытались попасть в гробницы, надеясь запечатлеть эти ритуалы на видео. Вскоре после нескольких попыток несколько людей пропали без вести, что усилило слухи о том, что мумии могут обладать мистической силой. Научное сообщество столкнулось с новой проблемой – как сохранить оставшиеся мумии. Восстановление и охрана мумий стали первоочередной задачей. Ученые начали изучать методы консервации, используя современные технологии. Однако слухи о таинственных ритуалах продолжали расти, влияя на работу исследователей. Местные жители начали бойкотировать раскопки, опасаясь, что мумии могут вернуться к жизни и принести несчастье. Одновременно независимые исследователи, движимые жаждой наживы, стали искать возможности для незаконной торговли мумиями, создавая дополнительное напряжение. Исчезновение мумий стало не только археологической загадкой, но и криминальной историей. Некоторые мумии были обнаружены на черном рынке, что поставило ученых перед выбором рисковать своей безопасностью, чтобы вернуть мумии, или оставить их в руках преступников. Каждый новый день приносил новые загадки и угрозы для тех, кто пытался раскрыть тайны древнего Египта. Исчезновение мумий продолжало оставаться неясным, а их судьба становилась все более запутанной. Археологи, продолжая свои исследования, начали замечать, что некоторые мумии были уничтожены не только в результате разграбления, но и в ходе ритуальных обрядов. Один из исследователей, доктор Исаак Рамос, решил провести детальное исследование исчезнувших мумий. Он собрал команду и отправился в регион, близкий к долине царей, где, по слухам, происходили таинственные ритуалы. Команда установила лагерь в непосредственной близости от одной из гробниц. В первую ночь, когда они проводили наблюдения, издалека донеслись звуки барабанов и пения. Исследователи, переполненные азартом, решили проследовать к источнику звуков. Прокравшись через заросли, они наткнулись на группу людей, одетых в странные одеяния. Их собрание напоминало ритуал, где в центре находились предметы, которые выглядели как части мумий. Участники ритуала совершали танцы вокруг огня, произнося заклинания на древнем языке. Доктор Рамос принял решение обратиться в местные власти с просьбой о помощи. Однако, когда он попытался сообщить о своих наблюдениях, ему не поверили. Местные жители начали выражать недовольство, утверждая, что такие исследования могут разбудить древние духи. Эта реакция только усилила интерес Рамоса и его команды. Они решили продолжить свое расследование, опасаясь, что местные жители могут скрывать важные улики. На следующий день команда обнаружила несколько забытых артефактов, связанных с древними ритуалами. Среди них были амулеты и древние свитки, содержащие указания на методы мумификации. Анализ этих находок показал, что некоторые мумии могли быть уничтожены в ходе обрядов, связанных с поклонением богу Осирису. Ученые пришли к выводу, что местные жители использовали мумии для жертвоприношений, надеясь на получение благословения. Тем временем напряжение нарастало. Узнав о том, что исследователи продолжают свои действия, представители культа начали угрожать Рамосу и его команде. Они заявили, что любые попытки вмешательства могут привести к несчастьям и что мумии должны оставаться в покое. Ночью в лагерь команды пришли неизвестные, разломали оборудование и уничтожили собранные данные. Это стало сигналом, что дело принимает серьезный оборот. Доктор Рамос, не желая отступать, решил установить наблюдение за культом. Он понимал, что их ритуалы могут быть ключом к разгадке судьбы мумий. Тем не менее, его команда была напугана, и некоторые участники выражали желание покинуть место раскопок. Рамос же настаивал на продолжении работы, уверенный, что именно эти исследования позволят понять причины уничтожения мумий. Ситуация обострилась, когда один из членов команды, Эмили, исчезла во время ночного наблюдения. Ее пропажа вызвала панику среди оставшихся исследователей. Они начали подозревать, что культ может быть причастен к исчезновению Эмили, и это только добавило напряженности в атмосферу. Каждый момент стал напряженным, и опасность нависала над ними, когда они осознали, что не только мумии, но и их собственные жизни находятся под угрозой.
Ночью, когда лагерь погрузился в тишину, доктор Рамос и его оставшаяся команда начали беспокойно обсуждать исчезновение Эмили. Каждый из них осознавал, что они могут быть следующими жертвами таинственного культа. Решив не поддаваться страху, Рамос предложил провести ночное наблюдение за территорией, где ранее проходили ритуалы. Пока другие исследователи готовились к наблюдению, Рамос решил проверить старые записи о мумиях и ритуалах, найденные в ходе раскопок. Он открыл один из свитков, который на первый взгляд казался незаметным, но внезапно его внимание привлекли некоторые символы, напоминающие знаки, которые он видел у участников культа. Эти символы указывали на существование тайного храма, в котором, как полагали, хранились не только мумии, но и артефакты с мистической силой. Внезапно на лагерь обрушился крик. Один из членов команды, Майкл, вернулся в ужасе, заявляя, что видел Эмили. Она была окружена людьми в ритуальных одеяниях, и они уводили ее вглубь пустыни. Рамос и остальные, не раздумывая, бросились следом. Они пробирались сквозь темноту, пока не наткнулись на древние руины, покрытые песком и растительностью. Находясь в нескольких метрах от руин, команда заметила факелы и звуки, доносящиеся из храма. Они осторожно подкрались ближе, притаившись за камнями. То, что они увидели, потрясло их до глубины души. В центре храма стояла Эмили, и вокруг нее находились участники культа, произносящие заклинания. В центре алтаря лежала мумия, которая, по всей видимости, была ранее неизвестной. На ней были видны знаки и символы, никогда ранее не встречавшиеся на других мумиях. Доктор Рамос, понимая, что он стал свидетелем чего-то необычайного, начал записывать происходящее. Он заметил, что мумия была очень хорошо сохранена, и, вероятно, именно она обладала той силой, о которой шла речь в древних записях. Ритуал достигал своего кульминационного момента, когда один из жрецов поднял меч и направил его к Эмили. В этот момент Рамос не выдержал напряжения и бросился к ним, крикнув, чтобы они остановились. Культ, неожиданно заметив его, обратил внимание на команду. Вокруг началась суматоха, и жрецы замерли. Рамос, осознавая, что теперь он и его команда находятся в центре противостояния, быстро стал объяснять, что они не представляют угрозу и лишь хотят понять, что происходит. Ситуация становилась все более напряженной. Один из жрецов, смотря на Рамоса, произнес слова, которые никто не ожидал услышать. «Эта мумия не просто останки, это ключ к жизни». Тем временем другие члены культа начали двигаться в сторону команды, и возникла возможность конфликта. Рамос, понимая, что времени у них мало, быстро предложил жрецам заключить сделку. Они готовы изучить мумию, если культ позволит им безопасно покинуть храм с Эмили. Небольшая пауза повисла в воздухе, и в этот момент напряжение достигло своего предела. Взгляд жреца стал жестким, и судьба всех участников зависела от того, согласится ли он на предложение или нет. Тишина в храме стала тяжелой. Жрец, колеблясь между страхом и надеждой, внимательно смотрел на Рамоса. Он знал, что этот момент мог изменить судьбу его культа и всю историю мумий Древнего Египта. Через мгновение раздумий жрец кивнул, и напряжение словно развеяло ветер. Рамос быстро подбежал к Эмили, освободив ее от веревок, которыми ее связали. Местные жители, наблюдая за происходящим, начали шептать между собой. Рамос, держась за Эмили, начал объяснять, что они были лишь исследователями, искренне желающими понять древние обряды и сохранить наследие Египта, а не разрушать его. Жрец, вздохнув, признал, что культ нуждается в помощи, чтобы сохранить свои традиции и передать их потомкам. Они согласились на сотрудничество, исследователи предоставят свои знания о консервации, а культ поделится знаниями о мумиях и их значении в жизни древних египтян. В течение следующих недель между командой Рамоса и культом установилось необычное сотрудничество. Исследователи смогли изучить мумию, ранее неизвестную, и сделали потрясающее открытие. Эта мумия оказалась не только прекрасно сохранившейся, но и хранила в себе важные знания о ритуалах и практике мумификации, которые были утеряны на протяжении веков. Это открытие привело к новой волне исследований, которые позволили более глубоко понять древнеегипетскую культуру и ее наследие. С возвращением Эмили и восстановлением доверия между исследователями и местными жителями раскопки возобновились. Рамос и его команда продолжили исследования других гробниц, в которых, как они надеялись, могли находиться еще неизученные мумии и артефакты. Вместе с культом они организовали выставки, где делились своими знаниями и предостерегали о важности сохранения исторического наследия.
Оба сообщества, научное и культурное, начали обмениваться идеями и опытом, что привело к созданию научных программ, направленных на сохранение древних артефактов и их изучение. Эмили, вернувшись в штат, переписала свое исследование о мумификациях и ритуалах, которое вскоре стало популярным среди ученых и студентов. Как здорово, что мы смогли заглянуть в тайны древнего Египта. Если вам тоже по душе такие открытия, и вы хотите поддержать наше увлекательное путешествие в мир истории, не забудьте подписаться на канал и заглянуть по ссылке в описании или отсканировать QR-код на экране. Ваше внимание сделает наше творчество еще ярче. А вы бы рискнули провести ночь с мумией? Тем не менее, наследие древнего Египта продолжало оставаться загадочным. Мистические истории о мумиях и культе передавались из поколения в поколение. Некоторые местные жители все еще шептали о древних духах, которые могли вернуться, если нарушить покой мумий. Но теперь эти истории стали частью культурного богатства, а не страха. Рамос и его команда поняли, что их работа не только приоткрыла завесу над тайнами древнего Египта, но и объединила людей, стремящихся сохранить его наследие. Каждый шаг, сделанный в направлении понимания и уважения к прошлому, стал шагом к будущему, где древние тайны и современная наука сосуществуют в гармонии. В этом заключалась истинная сила и величие древнего Египта.